что на самом деле произошло, когда у Чингука сдали нервы, вынудив Тэхёна принять серьезный вызов и поступить совершенно непредсказуемо. Этот рассказ кардинально изменит ваше мнение об обоих артистах. Дочитайте до конца и поделитесь своими мыслями в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую главу, потому что то, что произойдет дальше, лишит дара речи весь мир К-поп. Что именно заставило Чингука потерять самообладание перед камерой? Вспышка, которую не ожидали даже самые преданные фанаты. Почему Тэхёну пришлось выдержать этот срыв на виду у всего мира, под пристальным взглядом миллионов? Эти вопросы вызвали глобальную бурю после того, как в сеть просочилось 17-секундное видео, момент, который теперь считают драматическим поворотным пунктом в отношениях двух самых знаковых фигур корейской индустрии развлечений. Инцидент произошел не на большой сцене, а за кулисами мероприятия, которое должно было быть праздничным. Атмосфера в студии в тот день была жутко напряженной. Свет был слишком ярким, съемочная группа двигалась непривычно тихо, а Чингук стоял немного в стороне от толпы. Его выражение лица было взрывоопасной смесью разочарования, крайнего утомления и отчаянной попытки сдержать эмоции, которые не должны были попасть в объектив. Сотрудники позже описывали напряжение как натянутую струну скрипки, готовую лопнуть. Тэхён прибыл всего за несколько минут до эфира. Он выглядел расслабленным, тепло улыбался команде, казалось, не подозревая о надвигающейся буре. Когда их взгляды на мгновение встретились, между ними проскочило ощутимое напряжение, невысказанный вызов. Было ли это проявлением профессионального стресса, проверкой многолетней дружбы, закаленной славой, или чем-то более глубоким, понятным только им двоим? Конфронтация за кулисами. Небольшая перепалка разгорелась за кулисами во время международного перерыва в трансляции мини-концерта. Сила момента заключалась не в конкретных словах, а в резком тоне и эмоциональном срыве. Чингук, обычно известный своей дисциплиной, явно потерял контроль. Он слегка ударил рукой по ближайшему столу, не сильно, но достаточно, чтобы заставить комнату замолчать. «Почему Хён вечно опаздывает?» — спросил он тихо и резко, почти опасным шепотом. Камера запечатлела этот мучительный момент, прежде чем трансляция была внезапно прервана. Тэхён, обычно веселый, не стал защищаться. Вместо этого он просто встретил взгляд Чингука пустым выражением, и лишь крошечная, не поддающаяся расшифровке улыбка тронула его губы. Было ли это сожалением или, возможно, расчетливым вызовом? Несколько секунд тишины растянулись в вечность. Затем произошло нечто совершенно непредсказуемое. Вместо того, чтобы извиниться или объясниться, Тэхён подошел ближе, крепко похлопал Чингука по плечу и тихо, почти провокационно, сказал: «Если хочешь знать, насколько я серьезен на этот раз, просто наблюдай». Это прозвучало как загадочное обещание или, возможно, невысказанный обет. Чингук не ответил, он просто долго, ошеломленно смотрел на него, прежде чем развернуться и уйти. Никто не мог понять его эмоций – гнев, глубокое разочарование или просто шок. Но с этого мгновения все изменилось навсегда. Выбранный вызов – проверка характера. На следующий день цифровой мир был охвачен хаосом. Хэштеги вроде «решетка Юнка Акраги» и «решетка Тэйнгчаленги» доминировали в мировых трендах. Появились тысячи теорий. Через несколько часов после утечки Тэхён опубликовал загадочную черно-белую фотографию с лаконичной подписью: «Некоторые испытания не даются, их выбирают». Эта фраза еще больше озадачила фанатов. Была ли это шутка? Прямой ответ Чингуку? Или личное заявление о намерениях? За кулисами ситуация обострилась. Инсайдер сообщил, что менеджмент предложил Тэхёну испытание – доказать свою приверженность, выступив с неожиданным сольным номером на предстоящем международном мероприятии. Условия – никакой команды, никаких полноценных репетиций и никакой технической поддержки. Это не наказание,
заявил источник. Это проверка характера. К всеобщему изумлению, Тэхён не дрогнул. Он просто ответил: «Если это единственный способ исправить ситуацию, я сделаю это». С того дня произошло нечто экстраординарное. Несмотря на свой плотный график, Тэхён репетировал в одиночестве до поздней ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он постоянно останавливался и снова начинал упражнения. У него не было ни тренера, ни педагога по вокалу, только он сам, его отражение, и иногда он тихо разговаривал сам с собой. Это была видимая попытка справиться с внутренним смятением. В то же время Чингук, все еще, по слухам, кипящий от гнева, тайно запрашивал отчеты о репетициях Тэхёна через своего менеджера. Он читал каждый отчет, не комментируя, подпитывая странную смесь вины, уважения и глубокого любопытства к неординарной реакции друга. Выступление. Память о ранах. Настал день выступления. Когда свет сцены погас и заиграла музыка, Тэхён вышел в простом, но элегантном костюме. Никаких танцоров, никаких спецэффектов, только он и микрофон. С первой ноты зал замер. Его голос был глубоким, проникновенным, и каждая строчка звучала как исповедь. Скрытый смысл проявился в одной душераздирающей строке: «Я не жалею, что разозлился на тебя». На половине песни Тэхён остановился, посмотрел прямо в камеру и тихо сказал: «Некоторые раны не нужно лечить, их нужно помнить, чтобы мы знали, с кем имеем дело. С самими собой». Аудитория была потрясена. По его щеке скатилась одна, видимая слеза, не от печали, а от мощного, очищающего облегчения. В тихой комнате в другом городе Чингук наблюдал за трансляцией и слабо улыбнулся, улыбкой человека, который наконец понял глубокий смысл вызова и ответ, который он принес. После концерта, идя по темному коридору, Тэхён посмотрел на свой телефон. Пришло сообщение от Чингука. Всего 3 слова: «Теперь я понимаю». Никаких эмодзи, никаких знаков препинания. Но его смысл был глубже любого разговора. Невысказанная истина. Кризис человечности. Однако то, что произошло дальше, стало решающим поворотным моментом. Через несколько дней после его загадочного выступления на крупном корейском форуме появился анонимный пост. Автор, назвавшийся инсайдером индустрии, написал о системе, требующей безжалостной продуктивности, графиках, которые калечат психическое здоровье, и о том, как каждая подлинная эмоция артиста немедленно присваивается и помечается как актив, который нужно контролировать, а не чувствовать. Пост завершился леденящим, универсальным обвинением. Они устали не от неудач. Они устали от того, что им не позволяют быть людьми. В течение нескольких часов пост стал вирусным. Хэштег «решетка фритертерстс» вышел в мировые тренды. Сотни фанатов собрались молча перед зданием HYBE, держа плакаты с надписью: «Мы просто хотим, чтобы они были счастливы». Молчание было громче любого протеста. Давление на руководство возросло. Были приняты бюрократические решения – сохранять молчание и ждать, пока шторм утихнет. Но шторм не утих. Он нарастал, подрывая общественное доверие к компании. Международные СМИ стали изображать HYBE не как символ успеха K-pop, а как темное зеркало индустрии, пожирающей своих собственных звезд. И Тэхён, и Чингук ушли из публичного пространства. Мир перестал просто наблюдать за двумя знаменитостями. Он начал осознавать жестокую цену их сияния. Кризис раскрыл необычайную природу их отношений. Их конфликт был не из-за славы или соперничества, а из-за общей травмы, стремления к подлинной связи и человечности внутри системы, призванной ее отрицать. Неординарный ответ Тэхёна на вспышку Чингука был не ссорой, а косвенным, глубоким посланием, переданным под давлением. «Я вижу проблему, и я исправлю ее», показав им, что на самом деле важно. Этот инцидент сместил акцент с их звездности на их борьбу, закрепив за ними статус случайных активистов для каждого артиста,
ищущего истину за позолоченной клеткой.